Антонио Тинчинева презента. А мы с девочками приехали на рынок. Приветствую вас, мои любители Италии! Большинство из представленных моделей, конечно же, фейки, но итальянки ими не брезгуют. А вот и мальчики подоспели. Мебель, конечно, у них потрясающая, а вот зеркала и часы я бы не стала покупать, потому что они несут тяжелую ауру. Жара стояла нереальная, людей почти не было, а торговцы обедали. Для дома родителей я бы многое увезла. Жаль, что он не в Италии. Кстати, могу дать ссылку канала, который специализируется исключительно на антикварных рынках Италии. Напишите в комментариях, если вам это интересно. Как же это шикарно и красиво! Глаз просто радуется. Очень много посуды. Она, пожалуй, преобладает на рынке. Можно увидеть много вещей из России времен СССР. Рынок проходит раз в месяц в каждом городе по определенным дням. Сейчас вы видите очень редкий случай, когда торговец поставил на многих экземплярах цены. В основном они этого не делают. А для чего? А для того, чтобы у них был повод лишний раз пообщаться с вами. Более ценное лежит под стеклом. Меня интересовала бижутерия. Кстати, чем хороша винтажная бижутерия? Ее не подделывали. Был праздник Феррагоста, и торговцев было очень мало. Вообще, в таком месте ощущаешь себя как в музее. Потрясающие, красивые штучки. А вот в этих креслах, возможно, отдыхали особы королевских кровей. Здесь часто можно встретить шикарные люстры, которые занимают порой целый стол. А мое внимание привлек золотой браслет с шармами, подвесками. Много бижутерии из жемчуга и кораллов. Тарелки со знаками зодиака, временами года и названиями месяцев встречаются на рынке довольно-таки часто. Изделия из Мурано, они странные, на мой взгляд. Нам они не нравятся, уж простите. Предлагаю вам периодически останавливать видео, чтобы рассмотреть эту красоту. Посмотрите, сколько историй в этих вещах. I galletti quanto costano, signora?
Vengono 40 € l'uno. Итальянки очень любят бижутерию. Может быть, поэтому на рынке так ее мало, они быстро ее раскупают. Они любят наряжаться, украшать себя, такие они яркие. На рынке можно найти многое, от великов до бочек вина. Для кого-то многое может показаться хламом, а кто-то это коллекционирует, каждый видит свое. А что здесь делает это? Понимаете, да? За разным приходит. Хозяйки найдут на рынке вещички, которые украсят их дом. А мебель просто отпад. Если жить в Италии, проблем обставить дом точно не будет. Приятно, что люди часто реставрируют эту красоту. Много столового серебра, целых наборов, хранящихся в специальных коробках. Книг, фотографий и монет тоже предостаточно. Рай для нумизматов. Меня же умиляют маленькие шкатулки для хранения. Как и архитектура, меня завораживает мебель. Я просто подвисаю и стою очень долго, рассматриваю детали. А вот опять жуткий попугай Мурана. Как же мне это не нравится. А этот шкаф, чтобы наказывать непослушных детей. Какая жуть! Для русского человека, конечно, очень странно видеть на рынке иконы и статуи из церкви, но они к этому относятся проще, поэтому на рынке этого достаточно много. А тут мы видим 90% фейков. Луи Виттона, конечно. Мое предположение, благодаря тому, что итальянцы сдались фашистам, они не потеряли так много, как другие страны. Вы посмотрите, как много вещей из других стран, включая Россию. Учитывая, что итальянцы мало путешествуют, как это все оказалось у них в таком количестве? Задумайтесь. Сувенирные тарелки. Такое редко увидишь на винтажном антикварном рынке. Они продаются на обычном рынке. Моя мама любит такие шикарные люстры. Рай подсвечников, но мы больше любим на несколько свечений. Выглядят более шикарно. Хоть я и не любитель расписной посуды, но меня очень привлек этот милый май. Очень красивый браслет с шармами, но это, конечно, а-ля винтаж. Вазы просто шедевральные. Это патина от прошедших веков. Красиво оформлять свои шатры с такими шедеврами у итальянцев в крови, так же, как и оформлять витрины.
Китайцев много на рынке. Они любят покупать эту красоту, потому что у них на родине такого не найдешь. Портфели для руководителей из прошлого века, хотя барсетки как из России. А что это, мне неизвестно, но, видимо, нужная вещь, раз ее привезли. Антураж для заведений, тут этого хоть отбавляй. Нужно оформить ресторан? Пожалуйста. А сумочки в ретро-стиле, как сумочки Селин, быстро ворвались в моду, но также быстро и ушли. Я просто влюбилась в эту картину с лимонами. Что-то в этом есть. А вот яркие сицилийские кувшины. Очень красивые. Много посуды с посеребрением. Не серебро, смотрится, конечно, ярко, но серебро выглядит благороднее. Нужен Аполлон? Пожалуйста. Тапки для большого мужчины? Пожалуйста. Все что угодно. Среди этого всего можно найти и много трендовых вещей, ведь все возвращается. Стильные козырьки с очками. А это был раньше аксессуар для езды в открытых авто. Важно, чтобы на шее был шелковый платок. Красивые наборы для пикника, не как сейчас пластик, которые люди не убирают за собой. Очень меня это выводит. Когда-то на чемоданы клеили наклейки. Они означали, что человек много путешествует. Но главное, это был знак для тех, кто переносит багаж. Человек оставляет хорошие чаевые. А шляпные коробки, которые стали в какой-то момент трендовыми, бренд Louis Vuitton сделал сумочку в виде шляпной коробки, только маленькую. Покупочки несут. Мама просто влюбилась в это шикарное королевское изголовье кровати, и всего около 5000 рублей. Оригиналы и фейки прекрасно же соседствуют на рынке.
Cambia di po'. А вот одежды летом немного. Осенью, я думаю, ситуация совершенно другая. Красивая винтажная бижутерия, шкатулки для их хранения. Много красивых мелочей вы найдете на рынке. Вот такие сложные конструкции были у фотоаппаратов, и это всего лишь часть фотоаппарата. А это я на метле. Не забывайте останавливать видео и рассматривать эти красивые штучки. А вот куклы меня пугают, как из ужастика Чаки, а оказалось, многим нравится. Этот город Веккио, но он такой упрощенный, старенький, но более минималистичный, назовем ее так, старина. Наверное, это как-то называется, я не знаю, этот стиль. Мои любимые деревья. Я желаю вам отличных путешествий и до новых встреч на моем канале каждую неделю.